Приветствую вас, дорогие друзья! После выпуска про все мотоциклы классической серии Kawasaki Zephyr, кто не смотрел, ссылка будет в описании, сегодня я хочу показать и рассказать про преемников этой серии мотоциклы классического семейства Kawasaki ZRX, некоторые модели которого в итоге стали выпускаться параллельно с мотоциклами Zephyr. Первый представитель новой классической серии появился в 1994 году, им стал Kawasaki ZRX 400, который имел квадратную фару и передний мини-обтекатель. В отличие от Zephyr, Kawasaki ZRX 400 получил уже двигатель жидкостного охлаждения от Kawasaki ZR 400. Рядная 399-кубовая четверка выдавала 53 лошадиные силы и 37 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 187 кг. Бак вмещает 16 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает стандартные 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Kawasaki не забыли и про любителей настоящей классики, и в 1995 году компания вдобавок к обычной версии выпускает и полностью классическую с обычной круглой фарой и без переднего обтекателя, под названием Kawasaki ZRX 402. Все остальное без изменений. В 1997 году на замену Kawasaki Zephyr 1100 для экспортного рынка была выпущена новая модель Kawasaki ZRX 1100, а Zephyr стал продаваться только на японском рынке. В отличие от воздушно-масляного мотора на Zephyr, ZRX 1100 получил новый двигатель жидкостного охлаждения уже от спорт-туриста Kawasaki GPZ 1100, который был схож с мотором от Kawasaki ZR 1100 и отличается от него распредвалами формы поддона, отсутствием шестой передачи и использованием карбюраторов с уменьшенным диаметром диффузора. 1052-кубовый двигатель выдавал 106 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. Японские версии, как всегда, имели меньшую мощность, это 100 лошадиных сил и 96 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 245 кг ZRX 1100 от 0 до сотни разгонялся за 3 с небольшим секунды, максимальная скорость 230 км в час. Бак вмещал 20 литров топлива. Модель сразу имела две версии: обычную с квадратной фарой и обтекателем и классическую с круглой фарой, которая имела название Kawasaki ZRX 1102. Мотоцикл без изменений был снят с производства в 2000 году. В 1998 году Kawasaki ZRX 400 получает рестайлинг. Изменениям подверглись тормоза. Теперь вместо передних двухпоршневых суппортов были установлены шестипоршневые. Обычные шины заменили радиальными, а место классического глушителя заняла большая спортивная банка. Kawasaki ZRX 400 покинул конвейер в 2008 году. В
В 2001 году на смену снятой с производства модели ZRX 1100 пришел Kawasaki ZRX 1200. Его рядный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения был увеличен до 1164 кубических сантиметров. Он стал выдавать 122 лошадиные силы и 112 ньютон-метров крутящего момента. Японские версии по-прежнему производили ровно 100 лошадиных сил. Сниженная масса мотоцикла 246 кг. От 0 до сотни байк разгонялся чуть больше 3 секунд, а максимальная скорость составляет 240 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. Классическая версия с круглой фарой была доступна только до 2004 года, а версия с полуобтекателем стала носить название Kawasaki ZRX 1200R. Также в 2001 году была выпущена и версия с полноценным передним обтекателем Kawasaki ZRX 1200S. Как и классическая версия ZRX 1200 с круглой фарой, версия S производилась до 2004 года включительно, после чего покинула конвейер. А оставшаяся в 2005 году версия ZRX 1200R стала продаваться только в Японии с мощностью 95 лошадиных сил. В 2009 году Kawasaki ZRX 1200R получает технические обновления, главным из которых стало наконец-то появление инжекторной системы питания. Двигатель стал выдавать 110 лошадиных сил и 107 ньютон-метров крутящего момента. Также вместо обычных появились лепестковые тормозные диски, однако шестипоршневые суппорта уступили место четырехпоршневым. Коробка передач обзавелась 6-й ступенью. В таком неизменном виде мотоцикл производился вплоть до 2016 года. В последний год производства была выпущена версия Final Edition.